Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. Кто впервые посетил мой канал, меня зовут Анна. Сегодня я хочу познакомить вас со своей новой работой. Это джемпер, связанный кокеткой. Кокетка вяжется сверху вниз. Связана кокетка вот такими красивыми листьями. И оригинальность, я думаю, изделию придают шишечки. Вот такие вот шишечки. Полноценного мастер-класса по вязанию данного изделия не будет. Я просто проведу небольшой обзор, покажу вам пряжу, из которой я вязала. Также расскажу, как я делала расчеты. Вяжется очень легко, кокетка сверху, рассчитывается также не сложно. Поэтому я думаю, что каждый справится, если захочет, конечно, связать себе такое красивое изделие. Итак, девочки, из чего я вязала? Вязала я вот из пряжи. Артикул называется Cloud. Кто видел мои видео вязания свитер Агния, я вязала из этой же пряжи, только такого болотного зеленого цвета. Вот такой шнурок, посмотрите, вот такой шнурочек. Состав я вам сейчас скажу. Это у меня 32% лана, 43% нейлон и 25% фиброакрил. Итак, еще раз повторюсь, артикул называется Cloud. 450 метров в 100 граммах. Но за счет того, что это шнурочек, вот видите, я вязала спицами номер 4. И он получается такой объемный и пушистый. Вязала я на размер 46, это на обхват груди 96 сантиметров. Общий расход у меня вышел 225 грамм. Сейчас немного пробежимся по размерам, которые у меня получились на выходе. Ну, во-первых, начнем с горловины. Горловина у меня связана резинкой 1 на 1. Вот здесь наборный край я выполняла по одному из своих способов формирования красивого наборного фабричного края. Ссылочки я вам оставлю в описании под видео. Можете смотреть и использовать. Здесь я использовала способ номер 2. Итак, высота горловины у меня 3 сантиметра. Вязала горловину спицами номер 3. И вот здесь хочу сказать, что изначально было немножко стянута горловина, но после того, как я провела влажно-тепловую обработку, то есть постирала, вот вполне вот горловинка стала такая свободная. Так, теперь по высоте кокетки. Сейчас мы померим высоту кокетки. Высоту кокетки я мерю от включая горловину. Так, девочки. Итак, горловина и до подреза. Вот здесь у меня начинается подрез. 23 сантиметра. То есть так, как я, в принципе, и рассчитывала. По ширине изделия у меня 96 сантиметров. Плюс я брала на свободу облегания 4 сантиметра. То есть 100 сантиметров. Ну вот, 50 сантиметров. То есть то, как я и планировала. По длине изделия от подреза. Так, сейчас измеряем. У меня получилось от подреза длина изделия вместе с резинкой по низу изделия 39 сантиметров. 39 и длина самой резиночки 4 сантиметра. 4 сантиметра. Так, теперь по рукавам, девчата. По рукавам. Рукав я запланировала 35 сантиметров. Ну вот, да, где-то 17,5 в полуобхвате. И на нижней части у меня здесь, так, здесь повыше возьмем немножко, наверное. То здесь резиночка уже немножко
буфер получается. Итак, вот 14,5, почти 15 сантиметров. То есть 30 сантиметров я планировала. И манжета у меня 3 сантиметра. И длина, так, вот где-то вот здесь, да, вот так вот, 33 сантиметра. То есть длина рукава у меня 30 сантиметров и плюс еще манжет. По длине рукава я сделала 10 убавок. 10 убавок. Вначале я сделала убавки в каждом шестом ряду 3 раза, и 7 раз я сделала в каждом 9 ряду. Вот. Ну, здесь, в принципе, практически их и не видно, вот эти убавочки. Так, ну, это вот по рукавам. Теперь манжеты на рукавах я вязала спицами номер 3. После того, как отвязала основное полотно, перешла на спицы номер 3 и еще один ряд провязала лицевой гладью спицами номер 3. И затем уже перешла на резиночку. Резинка 1 на 1 отвязала. И последние 2 ряда провязала полой резинкой. Первый ряд я вязала лицевую, снимаю, изнаночную провязываю. А второй ряд лицевую провязываю, изнаночную снимаю. Вот. И закрыла край изделия, закрыла иглой, формируя вот такой фабричный красивый край. Так, то же самое я сделала и по низу изделия. То же самое по низу изделия. Здесь также я провязала ряд спицами номер 3, отвязала резиночку необходимой мне высоты. Здесь вы можете корректировать сами, какая высота вам нужна резинки. И также закрыла край изделия иглой. Вот здесь не очень хорошо видно, поскольку пряжа, видите, вот такая немножко пушистая. Но я думаю, вот достаточно такой краешек можно увидеть сформированный. Так, по спинке, девочки, по спинке я вязала азиатский росток. Азиатский росток у меня связан. Вот здесь можно хорошо его увидеть. Вот азиатский росток. Связан он у меня на высоту 14 рядов. А затем я подняла из азиатского ростка 7 петель. Ну вот, в принципе, наверное, все по основным таким размерам, да, и по технике вязания. Ну а сейчас давайте перейдем с вами к расчетам. Я покажу, как я рассчитывала петли на данное изделие. Итак, по основным расчетам вяжу я на размер М, то есть это 46 размер. Плотность вязания у меня на спицах номер 4 лицевой гладью 22 петли на 29 рядов. Это в квадрате 10 на 10 сантиметров. То есть в квадрате 1 на 1 сантиметра 2,2 петли на 2,9 ряда. Спицы номер 4 основное полотно и спицы номер 3 это горловина, манжеты и низ изделия. Теперь по основным меркам, какие мерки я беру. Обхват горловины у меня, я взяла 50 сантиметров, перевожу в петли, это 110 петель. Обхват груди 96 сантиметров, плюс 4 сантиметра на свободу облегания, 100 сантиметров. Перевожу в петли, умножаю на количество петель в 1 сантиметре, 220 петель. То есть полностью, да, по обхвату груди вместе с подрезами. Подрез у меня 5 сантиметров. Ну, я для себя беру где-то 4-5 сантиметров. Вот так. Перевожу в петли 11 петель. Так как у нас 2 подреза, то есть общее количество петель 22 петли. И по обхвату руки я взяла 35 сантиметров. Это вместе со свободой облегания.
перевожу в петли 77 петель. Из этих 77 петель я вычитываю 7 петель. Это азиатский росток. Азиатский росток у меня 14 рядов. Поэтому я затем подниму еще 7 петель. 77 минус 7, 70 петель на один рукав. Так как у нас с вами 2 рукава, то есть это 140 петель. Здесь я еще не вычитывала петли самого подреза. То есть у меня вот такая вот будет свобода. Вы можете еще убрать петли подреза, основного вот этого подреза. Но я не стала это делать, потому что я хочу, чтобы у меня был широкий свободный рукав. Итак, теперь, так как я рассчитывала петли по обхвату груди 220 петель, это вместе с подрезами, то есть обхват груди минус подрез 220 минус 22 петли, это 2 подреза, у меня получается 198 петель. 198 петель без подреза, то есть 99 петель на перед и 99 петель на спинку. То есть вот это количество петель я беру в расчет кокетки. Петли по обхвату груди без подреза плюс петли 2 рукавов. Вот, переходим к кокетке. Итак, кокетка. Обхват груди, то есть спинка и перед плюс рукава. То есть я рассчитываю для себя вот именно так. Вы можете использовать именно профессиональные расчеты по кокетке. Но я уже привыкла к этому, меня это устраивает, нигде не жмет, нигде не тянет, поэтому я как бы рассчитываю таким образом. Еще раз повторюсь, что это лично мои расчеты. Итак, обхват груди плюс рукава, как я уже сказала, 198 петель плюс 140, у меня 338 петель. 338 петель это по всей кокетке. Вот я вам примерно так рисую, да? Вот. То есть вот в этой части на выходе, когда я отвяжу всю кокетку, у меня должно быть 338 петель. Вся кокетка, длина всей кокетки. Теперь перейдем к самой кокетке. Вот эти 338 петель я должна посчитать, сколько у меня войдет раппортов узора в эту кокетку, да, сколько по количеству. По схеме узора у нас кокетка начинается от горловины с 8 петель и заканчивается, посмотрите, на выходе у нас 22 петли. То есть свои Свои 338 петель я делю на 22 петли, чтобы узнать, какое количество раппортов мне нужно взять. У меня получается 15,3, то есть 15 раппортов. 15 раппортов умножить на 22 петли. Вот они у нас на выходе 22 петли. Получается 330 петель. Да? Нам не хватает всего 8 петель. Но я немножко пошла другим путем. Я взяла 14 раппортов. То есть я хочу, чтобы у меня было по переду, по спинке, по рукавам одинаковое количество раппортов. Поэтому я беру четное число 14 раппортов. У меня получается 4 раппорта по переду, 4 раппорта по спинке. Это уже 8 раппортов. И по 3 раппорта на каждом из рукавов. Это 6 раппортов. И получается у меня 14 раппортов. Если я умножу на количество петель раппорта, 14 раппортов умножаю на 22 петли, у меня получается 308 петель. А должно быть у меня 338. То есть мне не хватает 30 петель. И посмотрите, что я делаю.
узор очень хорош. Как раз у меня тут все вписалось в узор. Вот здесь у меня красным выделено ряды, где делаются прибавки. И посмотрите, везде, вот здесь посмотрите, у нас идут накиды, да, и получается, включаются они в узор. Здесь 3, здесь 3, здесь 3, а вот здесь было всего 2 прибавки. И я решила добавить еще одну прибавочку, еще одну прибавку с одной стороны и с другой стороны раппорта. То есть у меня сейчас будет не 22 петли, а 24 петли. То есть я прибавила еще 2 петли в этом раппорте. 14 раппортов умножаю на 24 петли, и у меня получается 336 петель. То есть мне не хватает всего 2 петли, всего 2. И вот эти 2 петли, после того, как я выйду уже после кокетки на вязание основного полотна, то есть тело изделия, я доберу на подрез по 1 петле. Если у меня изначально на подрез было по 11 петель, я добавлю еще 1 петлю. То есть у меня будет уже 12 петель. И тогда я спокойно выхожу на общее количество петель, которое мне необходимо. Если кто не согласен со мной, вы можете провязать, взять вот такое же количество петель. Вам не хватает до вашего какого-то конкретного количества петель. И вы можете провязать коротенькие регланные линии. То есть рассчитать количество петель, сколько вам не хватает, да, и прибавить их в регланных линиях. Не забываем, что за один ряд регланной линии прибавки мы делаем 8 прибавок, то есть плюс 8 петель. Может быть и такой вариант. Здесь уже смотрите, как вам удобней. Но я с учетом того, что схема нам позволяет, да, узор, вернее, нам позволяет сделать еще одну прибавку, я сделала еще одну прибавочку. И все у меня получилось. Все. Далее по высоте кокетки. Высота кокетки по профессиональным расчетам идет 25% от обхвата груди. У меня обхват груди 100 сантиметров, 25% от обхвата груди получается 25 сантиметров. Мы вычитаем 2 сантиметра на высоту подреза. Итого 23 сантиметра. И как вы могли убедиться, я уже вам показала, как раз у меня получилось 23 сантиметра. Если перевести в ряды, то высота кокетки у меня должна быть где-то 66, 67, ну 68, ну я взяла 66 рядов. Ну, в принципе, я вот здесь уже, если честно, не ориентировалась на эти ряды. Я после того, как провязала всю кокетку, узор весь, я еще дополнительно провязала 4 ряда лицевой глади. Померила, мне все прекрасно понравилось. Все, и я на этом остановилась. Теперь по горловине. Мы рассчитали 50 сантиметров, перевели в петли, это 110 петель. Я беру 14 раппортов узора. У меня в начале узора всего 8 петель. Сколько же петель у меня должно быть в начале по количеству моих раппортов? Я умножаю 14 на 8 петель, 112 петель. А по расчетам у меня всего 110. Я не думаю, что это прям критическая такая цифра, поэтому я набираю для горловины 112 петель. Еще момент. Обязательно, если вы вяжете резиночку 1 на 1, количество петель у вас должно быть кратно 2. 112 петель вполне хорошо делится на 2. Вот. Все, набираю на спице номер 3 и отвязываю горловину. Отвязала горловину, перешла на спицы номер 4 и вывязываю полностью весь узор. И здесь по вывязыванию каждого лепесточка, посмотрите, провязывается шишечка.
Шишечку можете вязать так, как вы привыкли. Я знаю, что многие вяжут шишечки по-разному. И вот еще вот здесь в схеме узора, которая представлена, вот здесь вот не было шишечки. Вот здесь вот я уже квадрат вот здесь вот я уже зачертила, что здесь у меня еще одна шишечка. Все, девочки. Схему узора на схему узора оставлю вам ссылочку. И можете, пожалуйста, скачивать и вязать. Так, все, отвязали мы с вами кокетку, а затем делим петли на перед, спинку и на рукава. Итак, по спинке и переду у меня будет по 98 петель. Почему по 90, а не по 99? Не забываем, что у нас нет двух петель, не хватает 2 петли. Поэтому я вот здесь убрала одну петлю со спинки, одну петлю спереда, а затем добавляю их в подрез. Итак, 98 петель спинки, 70 петель рукава, 98 петель переда, 70 петель рукав. Все, развесили маркеры. Затем я перехожу к вывязыванию азиатского ростка на петлях спинки. Провязываю 14 рядов. Затем, когда я провязала 14 рядов на петлях спинки, азиатский росток, я снимаю петли рукава, уже перехожу на круговое вязание, снимаю петли рукава на дополнительную нить и набираю подрез. Вот у меня начало вязания. После азиатского ростка я провязываю петли спинки, затем снимаю петли рукава на дополнительную нить. У меня их 70 петель. Затем петли подреза набираю обычным способом. 12 петель подреза. Перехожу на перед. Провязываю дальше петли переда. Снимаю петли следующего рукава на дополнительную нить. Провязываю, вернее, набираю, а не провязываю, набираю петли подреза, 12 петель подреза и перехожу снова на спинку. Все, и дальше вяжу просто лицевой гладью на длину, которую мне необходимо. Перешла, вернее, довязала, все, перешла на спицы номер 3, провязала еще один ряд лицевой гладью и затем перешла на резинку 1 на 1. И в конце закрыла край иглой, да, формируя вот такой фабричный краешек. Все не очень сложно, скажу даже, очень быстро все вяжется. Кокетка вяжется вообще очень-очень быстро. Отвязали основную часть, то есть тело изделия, и переходим к рукавам. Сняли петли рукава на спицы. Затем у подреза я обычно подрез делю пополам. То есть у меня здесь 12 петель подреза. Я вот здесь ставлю как бы для себя маркер. И начинаю с середины. С одной стороны подняла 6 петель. Затем у меня тут идут петли спинки. И идет азиатский росток. Между азиатским ростком, девочки, и петлями подреза я набираю еще дополнительно 2 петли, чтобы не было дырочки. Подняла, затем подняла 7 петель подреза, провязала по кругу петли рукава, затем на стыке между петлями рукава и подреза я поднимаю еще дополнительно 2 петли, для того, чтобы не было дырочки, и 6 петель подреза. Все, дальше иду вязать по кругу. И вот эти 2 дополнительные, вернее 4 получается дополнительные петли, 2 петли слева и 2 петли справа я убавляю за 2
ряда. То есть в следующем ряду после ряда подъема я провязываю 6 петель подреза и 2 петли вместе с наклоном вправо. Провязала, не довязывая 8 петель вот здесь до начала вязания. Провязала 2 поднятых петли, дополнительно поднятых, вместе с наклоном влево и 6 петель подреза. И в следующем ряду я провязываю уже 5 петель и провязываю 2 петли вместе с наклоном влево. И также вот здесь вот в конце, не довязывая 7 петель, я провязываю первые 2 петли вместе и 5 петель подреза. Все, я убавила эти петли. А дальше я перехожу к рассчитанным мной убавкам. В 6 ряду, затем в 12 ряду, в 18, это 3 раза в каждом 6 ряду, и потом 9 раз в каждом 9 ряду. Все, отвязала, перешла на спицы номер 3, провязала лицевой гладью 1 ряд, перешла на резиночку, отвязала необходимую высоту резинки и закрыла петли иглой. Все, на этом я закончила. Спрятала кончики и отправляю на влажно-тепловую обработку. Это, в принципе, все, что я вам хотела рассказать по вязанию данного джемпера. Да? То есть вот такой небольшой обзор по данной модели. Вяжите, не пугайтесь. Схема узора очень легкая. Кстати, вот я даже посоветовать начинающим девочкам, которые еще не вязали кокетку, именно вот такой вот узор. Он очень легкий и, как вы видите, очень легко по нему рассчитать петли. Надеюсь, данный видеообзор оказался для вас полезным, и вы обязательно свяжете для себя прекрасное изделие. На этом я с вами прощаюсь. Всем творческих успехов, дружных спиц. Носите с любовью, вяжите с удовольствием. Пока-пока, до новых встреч.